Как я уже неоднократно упоминал, именно в октябре стартует бета-тестирование UFL, и пока мы все с вами ждем, ну или по крайней мере пока большинство из нас ждут те самые письма счастья на свою электронную почту, предлагаю обратить внимание на новые кадры игрового процесса, которые были показаны на основе движка Unreal Engine 5. Не так давно мы уже говорили про UFL, и предлагаю продолжить этот самый разговор, ведь новые кадры заметно отличаются от тех, что показывали разработчики в предыдущий раз. Как и всегда, поддержите это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением, а если вы на этом канале впервые, то конечно же подписывайтесь и не забывайте про колокольчик для уведомлений. Но перед тем, как приступить к разговору о UFL, давайте еще немножко про eFootball, ведь наши друзья из Equalizer лиги открывают свою лигу на платформе PlayStation. Если вам не хватало мастер-лиги в eFootball, то это прекрасная возможность восполнить эту нехватку. Игры против реальных соперников 1 на 1, возможность собрать свой собственный уникальный клуб, развивать игроков, заниматься трансферами с живыми людьми, улучшать инфраструктуру клуба и, что не менее интересно, матчи проходят в режиме прямых трансляций. Все, что вам нужно, так это наличие платформы PlayStation, а также хорошего интернета и достаточного количества внутриигровой валюты в виде ГПшек. Та самая ссылка будет ожидать вас в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Желаю всем удачи! Первое, с чего хотелось бы начать, так это с визуала. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, это первые кадры игрового процесса, когда геймплей был показан в ночное время суток. Ну, возможно, еще на самых первых кадрах, в самом первом трейлере они также демонстрировали геймплей в вечернее время суток. И если сравнить те тогдашние кадры и вот нынешние, то, в принципе, заметно, как визуальная часть немножко, но преобразилась. И я считаю, что разработчики специально показали вот геймплей в вечернее время суток, чтобы наглядно это продемонстрировать. Освещение стадиона неплохое, но у меня вызывают вопросы тени футболистов. Они вроде бы есть, но какие-то малозаметные. И по моему субъективному мнению, тени вокруг футболистов должны быть чуть отчетливее, а так они еле заметны. Но к чему вопросов нет, так это к газону. В отличие от eFootball, даже в UFL газон чувствуется объемнее. Я надеюсь, по геймплею будет также чувствоваться, но со стороны, по визуальной составляющей, это ощущается как нельзя лучше. А поэтому агрономов, ну или кто там отвечает за газон на стадионах, в UFL похвалить можно. Он зеленый и объемный. Все как мы и любим. Объемный, красивый зеленый коврик. Что же касается непосредственно самого игрового процесса, анимации, движений футболистов и прочего, то здесь также заметны некоторые преображения. И если не слукавить, то движения и вправду выглядят уже чуть более плавнее, сбалансированными. Но общая картина всех движений футболистов, всего игрового процесса, все еще остается деревянненькой. Если обратить внимание на показанные финты, то в принципе нетрудно заметить, как они были отполированы. И оно в принципе неудивительно, ведь большинство анимаций записываются реальными людьми. И здесь упрекнуть анимации в деревянности трудно, они выглядят плавными. Но последующие движения с ведением мяча, с подготовкой к удару, вот эти моменты выглядят немножко деревянно. Также вызывает вопросы игра голкиперов. Возможно, она специально такая для роликов, чтобы было легче забивать голы и наглядно все это показать. Но в показанных кадрах вратари уж какие-то совсем пассивные. И на простые и слабые удары особо никак не отвечают. Просто как-то, слабо прыгают. Касаемо одной из головных болей eFootball, а именно сетки, то здесь она также выглядит, как-то от ситуации к ситуации. То есть, не поймите меня неправильно, Strikers вроде бы и пытаются сделать сетку реалистичной, не такой натянутой, как в том же eFootball. Ну а здесь все зависит от удара. То есть, если удар залетает сильный, мощный, то сетка действительно прогинается, и ее физика вроде как ощущается. Но если удар слабенький, то сетка как будто бы вообще не реагирует. То есть, как-то слабенько, если честно. Хотя даже при несильном соприкосновении мяча с сеткой все равно должен быть заметен контакт. Сетка все равно должна немножко прогнуться под мячом. А в геймплейных отрывках как будто бы этого не наблюдается. Опять же, только когда был нанесен уж чересчур сильный удар. И в принципе, какую тенденцию можно отметить? От каждого ролика к ролику, где Strikers показывают геймплей на отрывке, в принципе, визуальная игра преображается. Как по внешнему виду, так и по виду анимаций. Повторюсь, в общем плане, движения футболистов все еще кажутся деревянными, во многом из-за деревянности переходов одной анимации к другой. Но все равно положительная тенденция наблюдается, и большинство движений уже не кажутся столь деревянными, как это было раньше. Но это скорее индивидуальная анимация каждого
из футболистов. Как и упоминалось в начале ролика, бета-тестирование UFL уже должно начаться в этом месяце, и надеюсь, что уже вскоре разработчики свяжутся с игроками, с нами, блогерами, и мы сможем не только на это посмотреть, но еще и пощупать. Интересно, насколько играбельным стал геймплей по сравнению с теми геймплейными кадрами, которые показывали полгода назад и уж год назад тем более. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Пишите свое мнение в комментариях, также дайте мне знать в комментариях под этим роликом, отправляли ли вы свою заявку на участие в бета-тестировании и ждете ли также письма, так же как и мы. Поддержите это видео своими большими пальцами вверх, ведь именно от вашей поддержки зависит продвижение ролика и канала соответственно. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность и желаю вам всем удачи. Всем пока!